Приветствую вас, друзья! Меня зовут Юлия Фоминых. Я лидер сообщества Slow Food на Алтае. Живу в России, Республика Алтай. И сегодня я предлагаю вам вместе поразмышлять над тем, что же потеряет Горный Алтай и весь мир, если представители коренных народов Горного Алтая перестанут заниматься своими традиционными видами деятельности, и если они потеряют свои традиционные знания и навыки. Но для того, чтобы это понять, я расскажу вам, что мы имеем. Для коренных жителей Республика Алтай – это прежде всего наш дом, где миллионы лет в гармонии с природой жили наши предки. Алтай – наш дом и страна гор, самых высоких в Сибири хребтов, разделенных глубокими долинами рек. Во все времена великолепные ландшафты алтайских вершин с множеством горных озер и ледников притягивали к себе путешественников, ученых, писателей, художников. Золотые горы Алтая – это 3 участка алтайских гор на территории России. Алтайский государственный природный биосферный заповедник с водоохранной зоной Телецкого озера. Плоскогорье Укок и Катунский биосферный заповедник с природным парком Белуха, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Алтай – наш дом и дом диких животных, птиц и рыб. Благодаря уникальному географическому положению и разнообразию природных зон Республика Алтай отличается необычайным богатством природного мира, многие представители которого относятся к исчезающим и редким видам и занесены в Красную книгу России и Красную книгу Республики Алтай. В Алтайских горах можно встретить благородных оленей, моралов и редких северных оленей. В глухой тайге обитают медведи, рыси и росомахи. Высокогорье заселяют снежные барсы, архары и беркуты. Богатейший водный мир Алтая – рай для местных рыбаков. В реке живут щука, язь, налим и стерлядь. В озерах карась и линь. Выше в горах таймень и хариус. Особого внимания заслуживают рыбы Телецкого озера. Их здесь обитает 13 видов, среди которых уникальные телецкий сик и сик правдина. Алтай – наш дом и заповедная природа. Растительный мир Горного Алтая необычайно разнообразен. Попав на Алтай, можно за один день побывать в степях и лесах, на альпийских лугах и в особом мире горных вершин и ледников. В Горном Алтае произрастает больше 2000 видов растений, из которых 200 растений эндемиков встречаются только здесь, на Алтае. Алтай – наш дом и мир голубых озер и рек. Водные ресурсы – одно из важнейших природных богатств Горного Алтая. В республике около 20 тысяч рек и 7 тысяч озер. В горах расположены источники минеральных вод, которые являются целебными, а ледники содержат запасы пресной воды. Алтай, находящийся в самом центре Евразии, оказался на пересечении древних переселений народов и заселений Сибири. На протяжении нескольких тысячелетий сменяли друг друга множество древних этносов и культур. Коренные народы Республики Алтай в течение 3000 лет меняли имя. Их называли айратами, калмыками, татарами. После падения Джунгарии тюркские племена приняли общее название алтай-кижи или человек Алтая, алтайцы. Под этим названием потомки древних гуннов и тюрков бережно сохраняют традиции и древний язык, осознавая, насколько жизнь человека зависит от природы, определяется землей, на которой он живет. Так же, как и сотни лет назад, здесь пасут скот на высокогорных пастбищах, занимаются сбором дикоросов и земледелием. Коренной народ понимает, что нельзя строить жизнь вне природы, нельзя человеку доминировать над ней. Владея знаниями о природе, алтайцы олицетворяют ее как Бога, до сегодняшнего дня владеют ключом от ее дверей. Современному обществу следует признать ошибочный путь отношения к природе, и поэтому, опираясь на исторический подход этносов, которых называют язычниками, выбрать традиционное отношение к ней. Обожествление алтайцами природы основано не на слепой вере, а на знаниях. Поклонение природе – образ жизни, который алтайцы унаследовали от предков.
В современном индустриальном обществе совершенно другое отношение к природе, можно сказать, утилитарное. Ее сохраняют для того, чтобы пить чистую воду, дышать свежим воздухом, употреблять экологически чистую продукцию. Для коренных же жителей Алтая природа – это храм Божий, источник знаний к мудрости. Сегодня в современном мире снижение доступности разнообразных местных продуктов и рост промышленно производимого продовольствия вызвали сдвиг от традиционных продовольственных ресурсов в сторону коммерческой продукции и пищевых полуфабрикатов. Несмотря на утрату многих традиционных продуктов питания и национальных аутентичных блюд, у нас сохраняется шанс восстановить и укрепить местные продовольственные системы, чтобы задействовать проверенные временем знания и приемы с целью сохранения биоразнообразия и извлечь из него пользу сегодня и в будущем. Одно простое решение для проблем населения Горного Алтая лежит в их собственной продовольственной истории. Мы занимаемся сбором данных о традиционных источниках продовольствия и стараемся донести их до нашего народа, позволяя им заново открывать для себя пищевые возможности в биоразнообразии Алтая. Мы считаем, что один из первых шагов в использовании и поддержании биоразнообразия – это знание и осведомленность. Чтобы воспользоваться благами, нужно сперва узнать об их существовании. Можно ли сделать так, чтобы представители коренных народов не уезжали, не хотели уезжать из своих родовых мест? Здесь я хочу сказать, что коренные жители Горного Алтая и никогда, наверное, не было у них такого желания покинуть Горный Алтай. Вся жизнедеятельность народов Горного Алтая тесно связана с природой. И сейчас у них стоит другая задача – как сберечь все это наследие. Наследие оставлено для них, их предками. Как сберечь все это наследие и донести до широкого круга населения. И на сегодняшний день у нас в Горном Алтае среди коренных жителей наблюдается тенденция к восстановлению, к сохранению традиционных знаний. Можно даже сказать, что это становится жизненной необходимостью на сегодняшний день. Коренные народы Горного Алтая ищут ответы на вопросы: почему, зачем, для чего. Так, а не иначе поступали наши предки. И мы находим эти ответы, и мы готовы делиться ими со всем миром.